Падение вертолета в реку. Подробности ЧП с россиянами в Таиланде. Юра Борисов подписал контракт, да не тот. Всем привет, это новости воздух на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, сейчас расскажу обо всем подробнее. В Нью-Йорке вертолет упал в Гудзон. Об этом со ссылкой на департамент полиции города сообщило издание Fox News. Данные о пострадавших разнятся. ABC News сообщили, что на борту было 5 человек, из них погибли 3. Associated Press утверждает, что в вертолете находились 6, все они стали жертвами. По словам очевидцев, вертолет развалился в воздухе. Уже к утру стало известно, что на борту упавшего вертолета был генеральный директор испанского подразделения Siemens Агустин Эскобар и его семья, жена и 3 детей. Все они, а также пилот, стали жертвами крушения. Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших. Российская армия ударила ракетами по Днепру. Удар пришелся по складу компании «Биосфер», которая производит товары повседневного назначения. Мэр города Борис Филатов написал в Телеграме, цитирую: «Влупили ракетой по складу салфеток и памперсов, поэтому так сильно горит. Никаких офицеров НАТО и наемников. Это террор, ничем не прикрытый террор. Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам». Конец цитаты. В результате удара начался сильный пожар. Его тушили более 100 спасателей. Пострадали 8 человек, 5 из них госпитализированы. 1 человек погиб. Также вечером 10 апреля российские войска атаковали Житомирскую область. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, дрон попал в жилую многоэтажку. В итоге были повреждены 5 построек. 1 человек погиб, 5 пострадали, в том числе ребенок 2012 года рождения. В России, по данным Минобороны, за ночь сбили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Тем временем посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост. Ее отставку подтвердили в Госдепартаменте. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что Бринк приняла такое решение из-за несогласия с политикой Трампа в отношении Украины. По данным издания, посол подверглась давлению со стороны администрации Трампа. Чиновники сомневались, что она поддержит новый курс Белого дома. Бринк была послом в Украине с 2022 года. Члены чеченского оппозиционного движения заявили, что силовики в республике похитили их родных. По их словам, причиной стало видео о средневековых практиках по приказу Кадырова. Вот это видео. На нем согнанных на площадь бюджетников в Очхой-Мартане заставляют смотреть на тело 17-летнего подростка, убитого при нападении на пост ДПС. 7 апреля Скирхан Хумашев напал с ножом на полицейских. Его застрелили, один из силовиков скончался в больнице. После этого Рамзан Кадыров призвал наказать родных подростка, и не менее 6 членов семьи задержали и вывезли из города в неизвестном направлении. Теперь же, по словам участников канала НИСО, чеченские силовики похитили 6 уже их родственников, в том числе 73-летнего мужчину. Где они находятся, неизвестно. В Сибири одновременно с сильными пожарами весенние паводки. Это ледоход на разлившейся реке Чулым в Красноярском крае. Вода уже затопила приусадебные участки. В Козульском районе также пострадала деревня Большой Кемчуг. В регионе растет уровень воды. По прогнозу МЧС, сильнее всего в южных и центральных районах в 6 реках. Несколькими днями ранее также сообщалось о затопленных дачах и частных участках в Новосибирской и Омской областях. Там под воду ушел участок дороги и мост. В Тверской области мужчина утонул в центре города. На глазах прохожих в яме с водой, оставленной коммунальными службами при замене труб. На этих кадрах видно, что мужчина подскальзывается и падает в яму, но даже не пытается из нее выбраться. Возможно, в воде его ударило током. Телеграм-канал «Шот» утверждает, что яма была огорожена, но незадолго до инцидента сигнальные ленты сорвали. После гибели человека яму снова огородили. А в Обнинске Калужской области мужчина напал на 2 инспекторов ДПС, им пришлось стрелять в воздух. Телеграм-канал Мэш пишет, что мужчина 40-летний гражданин Беларуси. Он бросился на постовых с пистолетом, который, правда, оказался пневматическим. Предположительно, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.
Российские туристы застряли на лодке в открытом море. Это произошло у побережья Пхукета в Таиланде. Россияне купили тур «11 островов». В программе была поездка по самым известным островам и бухтам. Как только судно ушло в открытое море, оно остановилось. Оказалось, что лодка сломана. Гиды пытались починить ее 1,5 часа. Затем вызвали вторую лодку, чтобы пересадить людей, но она заглохла на обратной дороге из-за того, что кончился бензин. Третья лодка доставила туристов на берег уже поздно вечером. Корееведа Андрея Ланькова оштрафовали на 10 тысяч рублей за сотрудничество с нежелательной организацией. Решение вынес Савеловский районный суд Москвы. Протокол на Ланькова составили еще в марте. Он тогда узнал об этом от журналистов и сказал, цитата, «наверное, интервью не тому, кому надо дал». Конец цитаты. В марте также за участие в нежелательной организации был оштрафован сотрудник нежелательного в России центра Карнеги Александр Баунов. С организацией сотрудничал и Ланьков. Медиазона узнала, что список сотрудников центра отправил в прокуратуру депутат Андрей Луговой. Юра Борисов подписал контракт с одним из крупнейших голливудских агентств United Talent Agency или UTA. Об этом сообщило издание Verity. Согласно договору, агентство будет, цитата, «представлять интересы актера во всех областях». Среди клиентов UTA такие звезды, как Тимоти Шаломе, Джонни Депп, Бенедикт Камбербэтч и Харрисон Форд. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, ставьте лайки. Так вы помогаете нам шире распространять информацию. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.